Друзья, приветствую вас, вечерний обзор. Давайте рассмотрим, какие события происходят на рынке и, соответственно, какие движения по доллару, рублю, нефти, золоту, серебру и другим активам предполагается сегодня на вечерней сессии. Так, давайте, наверное, начнем с Америки, потом к России перейдем. Во-первых, поступили результаты по испытанию вакцины Johnson & Johnson. Она вроде как на 100% предотвращает летальный исход. Человек, мне кажется, все-таки такая система, что говорить, что на 100% предотвращает смерть, это достаточно опрометчиво, с моей точки зрения. Вот. Но в части заражения, насколько я смотрел, там, по-моему, не очень высокий у нее показатель, 67, по-моему, или 70%. Конечно, это значительно уступает и Pfizer, и Moderna, и AstraZeneca. У этих вакцин, у них более 90% вероятность того, что вы не заразитесь, сделав эту прививку. Так, давайте посмотрим, что у нас с коронавирусной картой происходит. Сейчас в целом позитивная динамика, снижение новых случаев, это, в общем-то, даст рано или поздно положительный эффект для экономики, но есть здесь один нюанс. Когда наступит весна, март месяц, обычно наблюдается всплеск заболеваний. Вот, поэтому, да, сейчас идет позитивная динамика, как во всем мире, так и в ключевых странах. В Соединенных Штатах уже значительно ниже 200 тысяч в день новых случаев. В Великобритании ниже 30 тысяч. Соответственно, у нас ниже 19 тысяч. Но это существенное изменение, потому что в декабре 30 тысяч в день новых случаев по России наблюдалось. Но здесь надо четко понимать, что это, конечно, определенный сдвиг позитивный, но по сравнению с тем, что было весной, это все равно в 2 раза больше. То есть говорить о том, что вот эта напасть, она прошла, пока что преждевременно. Вот. И тем более весна, она может новый виток создать. Так, что касается внедрения вакцин, здесь весьма положительная динамика, растет количество каждый день людей, которые прививаются, уже 4 миллиона 200 тысяч. Соответственно, в том случае, если окажется, что новые мутирующие виды коронавируса, они не оказывают существенно негативного влияния, и они также поддаются воздействию вакцин, то мы к концу года вполне можем увидеть решение этой проблемы по большей части. Но и здесь, что примечательно, в Соединенных Штатах больше 1 миллиона доз в день колят, то есть США по скорости и в процентном и абсолютном значении является лидером по применению вакцин. И там ситуация, она, в общем-то, достаточно, наверное, самая серьезная из всех стран. Серьезнее было только в Англии, но там уже тоже последовал спад. Так, друзья, далее то, что касается статистики. Сегодня вышла хорошая статистика по Германии, изменение количества безработных. Германия вообще сегодня айс по статистике и по ВВП, и по безработице. По Америке тоже до определенного момента выходила позитивная статистика. То, что касается индекса стоимости рабочей силы, различные ценовые индексы, но потом индекс настроения потребителей Мичиганского университета и незавершенные продажи на рынке недвижимости, они, в общем-то, указывают на то, что экономика США, она находится в более худшей ситуации, нежели экономика Европы. Возможно, поэтому и произошел наконец-то отскок по евро. Там на самом деле это связано с движением капитала, но вот такое отличие в статистике, я думаю, оно являлось фундаментальным фактором, который оказал влияние на движение капитала, на то, что евро начал расти. И что примечательно, вот Канада, ее очень часто сравнивают с Россией, у нее, в общем-то, достаточно ощутимый вес добычи полезных ископаемых, и у нее идет очень мощное восстановление экономики. Вот, поэтому Канада, она в случае, если не произойдет очередного обвала цен на сырье, она может быть одним из лидеров по восстановлению экономики после ковидного кризиса. Так, там еще вышли данные от американского управления по энергетике. Примечательно то, что цены и спрос на газ восстановился на уровень докризисного, это раз. И второй, там есть не очень такой лицеприятный для зеленых момент, он связан с тем, что из-за того, что растут цены на газ и спрос на газ растет, они произвели расчет и пришли к выводу, что в 2021-2022 году может вырасти процент
электроэнергии, который получается в результате сжигания угля. Вот вам и зеленая энергетика. Так, ну вот еще такая интересная статистика. На прайме грузоперевозки морским транспортом в России выросли почти наполовину. Вот. Но здесь, конечно, во многом идет речь о каботажном плавании, то есть когда перевоз в пределах страны из одного порта в другой. Но в целом зависимость достаточно интересная, потому что морские перевозки, они самые дешевые. Они самые дешевые, но в то же время они самые неторопливые. Вот. Ну и поэтому как бы в связи с тем, что идет снижение издержек, стремятся использовать морскую доставку. Есть только один момент, не очень позитивный, который связан с тем, что российский флот достаточно сильно изношен. Вот. И поэтому при развитии такого процесса в ближайший год, 2-3, если будет делаться упор на морские перевозки, мы можем с этим столкнуться, с тем, что имеющиеся плавмощности, они будут не справляться, потому что они будут постепенно выбывать. Так, друзья, ну вот китайский фондовый рынок сегодня закрылся, он фактически нарисовал здесь двойную вершину, и поэтому на следующей неделе, в понедельник, вторник, если у нас не произойдет втягивание CSI 300, это дневной таймфрейм, если мы не вернемся в диапазон 5460, то здесь у нас разовьется дальнейший откат, цель его движения будет 5100-5150, вот сюда, вот в эту область. Ну, соответственно, если такое произойдет, это будет не айс и для российского фондового рынка, и для мировых площадок. Так, друзья, далее Baltic Dry, но к величайшему сожалению индекс летит вниз, то есть вот у него здесь остался один уровень полуволшебный, который 1400-1420. Я думаю, с такой скоростью движения он будет вообще без вопросов на следующей неделе пробит. И здесь у нас остается вот эта зона, которая 1250-1100. Вот если эта зона будет пробита, то я думаю, что мы на пороге нового грандиозного кризиса. И вторая часть W-образного или W-образного дна, она уже не за горами. И как я предполагаю, мы вполне к середине апреля можем ее узреть. Вот. Опять же, я не пророк. Некоторые, скажем так, стат-данные, они аппроксимируются в эту точку. Вот. Но говорить и давать зуб на то, что в апреле все сыпанется, я не могу, потому что это расчет, это не предсказание. Так, друзья, далее VIX. Но вчера, несмотря на то, что шло такое хорошее движение, откат по VIX, этот откат успешно не завершился. Закрытие было выше 30, совсем чуть-чуть выше 30. Но тем не менее, я считаю, это не очень позитивный момент, потому что из-за такого закрытия у нас сформировалась база для дальнейшего поэтапного роста. И вот сегодня мы с вами видим, что опять же идет открытие с разрывом наверх на 35. Сейчас он пытается откатиться. Вот, но что-то пока этот откат он до конца не удается. Ну и разумеется, если закрытие недели будет выше 30, то на следующей неделе мы можем увидеть новые чудеса в части движения и корректирующих откатов на мировых финансовых рынках. Ну и все, наверное, слышали по поводу GameStop, наверное, только ленивый об этом не говорит. Я вчера в телеграм-канале на этот счет делал пост, что там даже сенаторы, причем как демократы, так и республиканцы, они ведут дебаты по поводу недопустимости ограничения прав граждан, что Robinhood хочет ограничить операции по покупке GameStop, и там еще какие-то бумаги, которые на прицел, на мушку попали активным частным инвесторам, взаимодействующим через сеть Reddit. Вот. Ну, на самом деле это абсолютно правильная позиция, потому что это права и свободы людей. Когда акулы с Уолл-стрит и хедж-фонды их обувают, это типа нормально. Когда как бы люди подрезали несколько хедж-фондов, то это типа уже все, мы вам не дадим покупать акции. Я считаю, что все вот эти регулирования, квалификации, это все высасывается из пальца для того, чтобы ограничить права людей и сделать их жизнь хуже ради небольшого числа других людей. Ну и вот эта вся ситуация, здесь есть два момента. Первый момент, который связан с тем, что мы видим, как на самом деле здесь, там, если вы почитаете там американские статьи, вот это все мания, это безумие,
как нам контролировать безумие, как нам контролировать азарт людей. Если вы почитаете российские СМИ, то там тоже в более таком пропагандистском духе, вот там Робин Гуд разрушает финансовую систему США и так далее и тому подобное. Ну, не надо на самом деле обращать на это внимание. Я думаю, здесь процесс, он другой. И он более глубинный. Я не знаю, почему на этом внимание не акцентируется. Может, с моей точки зрения, в силу недальновидности, может быть, в силу ангажированности тех людей, которые вот эти подобные дебаты начинают разводить в разных абсолютно странах. С моей точки зрения, здесь мы просто видим, как новый вид взаимодействия, новый мир, социальные сети, они позволяют людям объединяться. И благодаря вот этому объединению побеждать старорежимные предприятия и основы, которые они оказывали до этого доминирующее влияние на общество. Вот как раз то, что с хедж-фондами американскими произошло, это явный пример того, как новый мир, он вырывается вперед и начинает существенное влияние на жизнь оказывать. Ну и второй момент заключается в том, что подобные движения, там всевозможные выносы, они начинаются тогда, когда рынки уже готовы к тому, чтобы хорошо скорректироваться или обвалиться. Ну, собственно говоря, мы это и видим по движению VIX, когда начинается рост волатильности, который, ну, он, скажем так, с откатами пока идет, но тем не менее он неукоснительно идет вверх. Так, друзья, ну если вот по VIX сделать растяжку и поставить часовой таймфрейм, то здесь картина такова, что движение вниз, оно маловероятно. Текущая формация, которая здесь возникла, указывает на то, что, наверное, ну как минимум закрытие будет выше 30. Возможно, даже движение повыше и тестирование 38, 37,2 вот здесь. Максимум, который ранее возник. Так, друзья, далее индекс доллара, DXY. Ну, смотрите, здесь на фоне того, что в Европе очень хорошая статистика, по Германии вышла. В Америке статистика вышла несколько противоречивая, но в целом та статистика, которая вчера выходила и сегодня по Соединенным Штатам, она указывает на то, что все-таки экономика США, с моей точки зрения, она находится в худшей ситуации, нежели чем экономика Германии. Ну, давайте не будем брать всю Германию, всю Европу, рассмотрим ее сердце и мотор, это Германия. Все-таки я так подозреваю, что в Германии восстановление будет идти более бодро. Но Германия, она за собой потащит всю Европу. Вот. Но тем не менее, текущее движение в индексе доллара на фоне того, что хорошая статистика вышла по Европе и похуже статистика вышла из США, наверное, он все-таки резерв укрепления исчерпал. И вполне вероятно, что отсюда у нас разовьется движение, цель его будет 90,75. Соответственно, это движение сегодня либо в понедельник не произойдет, в том случае, если здесь у нас возникает коррекционный откат и пробитие 90,35. Вот в этой ситуации вся конструкция с отскоком индекса доллара, она ломается, и мы идем тестить сначала 90,15 и потом на 89,5. Вот. Пока здесь все-таки, я думаю, больше вероятность того, что идет движение сюда куда-то наверх. Так, ну и далее S&P дневной таймфрейм. Но здесь мы зависли над пропастью, но 3720 пока не пробили. 3720-3700, вот этот диапазон, если пробивается, то движение вниз может начать ускоряться. Ну и соответственно, если сегодня мы вот это движение не сделаем, вниз не уйдем, то в этой ситуации высока вероятность того, что на следующей неделе мы получим коррекционный отскок, и цель движения будет 3860-3865. То есть возврат вот в этот растущий канал. Так, друзья, далее нефть Brent. Ну смотрите, здесь ситуация по нефти Brent, она более или менее тривиальная и прогнозируемая на текущий момент. У нас сейчас идет консолидация, верхняя граница 56,1, 56, нижняя граница 54,9. Мы отбились от верхней крышечки, и соответственно сейчас должно дойти движение до 55-54,9. Если здесь возникает сегодня пробой, то соответственно мы отсюда получаем импульс движения, цель которого будет тестирование 54,4. Если здесь пробоя не будет, мы здесь консолидируемся, и у нас отсюда формируется отбой и движение на 56. На текущий момент я склоняюсь к тому, что вот это движение,
оно разовьется, и мы потестируем вот эту нижнее донышко консолидации, которое в районе 55 находится. Так, друзья, далее евро-доллар. Ну, на фоне разницы в статистике увидели вот это вот отскок коррекционный. Этот коррекционный отскок, рост евро, он себя еще не исчерпал. Здесь потенциал движения на 1,2170. Вот, но сейчас начал развиваться коррекционный откат. Это 4-часовой таймфрейм. Сейчас 19:53 по Москве. Вот текущая формация, скорее всего, приведет к тому, что здесь у нас будет разворот. И этот разворот в случае дальнейшего движения вниз и пробоя 1,2123 нас приведет к тому, что мы пойдем тестить 1,2090. Вот. Но если здесь не будет сейчас пробоя вот этого значения, вот этого диапазона, то мы сегодня и в понедельник отобьемся от этой границы и пойдем расти. Цель движения будет потестить и пробить 1,2176. Соответственно, евро-доллар в ближайший час, два, три ситуация определится. Вот если здесь не будет пробоя вот этого диапазона, то мы отсюда отбиваемся и идем к верхней границе, и потом, возможно, будет рост в понедельник. Если здесь сейчас возникает пробой, мы вот сюда куда-то улетаем и будем здесь болтаться. Так, друзья, далее золото, оно сегодня порадовало, в общем-то оно ушло вот сюда, вот на верхнюю границу, закрепляется выше 1860, 4-часовой таймфрейм, обращаю внимание. Вот, но здесь у нас в целом пока вот эта консолидация, она не нарушена основательно. И вот сейчас напрашивается такое решение, как коррекционный откат, и цель движения на 1842, 1844. Вот сюда, вот в этот диапазончик, который здесь сформировался. Вот. Было бы очень хорошо, если бы оно сегодня удержалось выше 1859. Но, скорее всего, такого не будет, потому что ничего идеально не происходит. Если оно удерживается выше 1859, то мы в понедельник весьма вероятно увидим движение на 1882 уже в первой половине дня. Так, ну вот 15-минутный таймфрейм здесь очень интересный. Он указывает на то, что сейчас здесь, судя по всему, сформировалась волна движения. И весьма вероятно, что мы сейчас пойдем, первая цель будет 1869, и потом тестирование на пробой 1879. Вот сюда вот это значение. Сюда очень высока вероятность того, что произойдет движение. Сюда вероятность высокая, но меньше, чем сюда. Вот. Но я думаю, сейчас по золоту какой-то движняк напоследок будет. Вот. В том случае, если мы откатываемся и пробиваем 1854, у нас есть здесь магический уровень, то в этой ситуации мы уходим набираться топлива на 1842. Вот. Пока, исходя из маленького таймфрейма, я думаю, сейчас, наверное, я им затарюсь. Вот. И, соответственно, буду ждать движения сюда, возможно, сюда, но по ходу посмотрим, как это можно скорректироваться. Вот. Опять же, если здесь будет пробой 1854, это чикагская котировка, так называемая, как это Финам разъясняет, вот, то тогда как бы его надо будет собирать пониже, в районе 1842. По золоту произошли такие сделки, которые указывают на то, что по золоту мы наиболее вероятно увидим рост. Но здесь просто логический вывод следует, что если на следующей неделе еще там, сколько, по-моему, 1,9 триллиона помощи утвердят, то, наверное, как бы все это, оно так или иначе растечется. Ну, рынок акций на хаях, его если только просто в анабиозе поддерживать, там уже расти просто некуда, невозможно. То есть там уже вот реально зомби-рост идет. Не зомби-компания, а зомби-рост. Вот. Остается что? Остается золото, новая ракета серебро и, соответственно, крипта. И вот эти активы, их на фоне новых идей о помощи, новых утвержденных планов, их будут разгонять весьма вероятно очень сильно. Так, друзья, далее серебро, дневной таймфрейм, но тут вот 27 сделали на одном дыхании. Но смотрите, сейчас вот на самом деле масса публикаций везде о том, что серебро последует следующей жертвой или следующей идеей для Робин Гудов. Вот, что они наберут лонгов и запустят серебро на полтинник. Ну, как минимум на 30, а то и на полтинник.
Такое вполне может произойти, потому что, смотрите, здесь какой есть момент. Во-первых, серебро, оно, конечно, менее ликвидно, чем золото. Это раз. Второй момент. Монетарная функция, ну, она, конечно, послабее у серебра, но все-таки, ну, с небольшой корректировкой можно сказать, что это тоже металл, который можно условно деньгой назвать. Вот. Но здесь есть еще другой момент. Серебро — это, в общем-то, один из металлов зеленых технологий. Он нужен везде. Он нужен везде. И там, где специальные контакты делаются, обладающие хорошей проводимостью, и там, где солнечные батареи делаются, и в ряде других технологий, связанных с зеленой энергетикой, он очень активно будет использоваться. И поэтому как раз серебро — это вот вполне возможный стоп-гейм номер 2. Вот, конечно, не надо его с плечами набирать, я считаю, это неправильно, такую позицию, но за ним следить достаточно пристально, я думаю, можно и даже его покупать. Но я, правда, в такие игры не люблю играть, я люблю там, где холодные расчеты, где можно наверняка подловить. А вот эти все движения, они когда на грани, скажем так, азарта, там какого-то эмоционального срыва. Но есть люди, которые они умеют держать нос по ветру. Вот я всегда придерживаюсь расчета. Я стараюсь так, чтобы все просчитать. Так, друзья, ну ладно, это лирика, все. Касательно серебра, 4-часовой таймфрейм. Немножко мы не дошли, но здесь у нас сформировался разворот. Вот сейчас на текущий момент очень высока вероятность того, что отсюда будет движение, и цель этого движения будет потестить 26,2. Вот сюда вот сходить. Вот, соответственно, как только оно сюда придет, оно здесь начнет активно проторговываться, и после этого его могут запустить уже гораздо сильнее. В принципе, может возникнуть движение и отсюда наверх. Вот, но это пойдет в том случае, если мы не пойдем сейчас вниз, не пробьем 26,9, вот, то тогда действительно здесь